Всем привет! Вы на канале Варанчо. И в этом выпуске мы отправляемся на остров Пинзон, где мы будем снорклить, искать акул, морских котиков и черепах. Поехали! This pain you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Мы сейчас получили гидрокостюмы и будем отправляться на остров Пинзон. Сейчас мы идем в сторону катера, и я, как всегда, сразу выдам недовольство. Мы вчера были на экскурсии Бартоломе, и там мы арендовали гидрокостюмы за $10. Шикарные новые гидрокостюмы, очень теплые. Сегодня у нас экскурсия снорклинг. Вода очень холодная, мы будем смотреть акул, и нам сказали, что у нас включены гидрокостюмы. И это просто ужас. Во-первых, они порваны, вот. Они очень тоненькие, я еле подобрал на себя свой размер. Короткие. Они короткие, вчера у нас были длинные гидрокостюмы. В общем, посмотрим, как мы в них поплаваем, потому что вчера мы плавали целый час и чувствовали себя просто шикарно. Но эти гидрокостюмы реально, они очень-очень тоненькие. Катин костюм, как будто не костюм вообще. В дырках, ну, в общем, уже немножко настроение подпортилось. Вот наша лодочка подплывает. А это наш старый гид. Костюмы. Вот такие. Короче, Лучше, чтобы они были заранее, длинные, да, и заранее найти их в городе. Можно везде арендовать, да. эти $20, Да. но зато плавать в комфорте. Но посмотрим, возможно, нам будет тепло. Заранее постараемся не расстраиваться. А это наша лодочка, она называется Royal. Там у нас каютка небольшая. Здесь мы все забираемся. Будем присаживаться. Ну все, мы стартанули уже. И нам сказали, что мы будем плыть час 45. Вчера мы плыли 2 часа в одну сторону, 2 часа в обратную. Сегодня час 45. Хотя везде говорили, что будет только час. Это очень сильно утомляет. Еще он сказал, что мы увидим рыбок, морских котиков, но мы едем на экскурсию с акулами. Посмотрим, встретим ли мы все-таки акулу здесь. Хотелось бы. Какая-то несостыковочка. У нас непредвиденная остановка. Мы сейчас остановились ловить рыбу. Не знаю для чего. Нам говорили, что в этой программе будет рыбалка. Но говорили, что в конце, когда мы будем плыть обратно в сторону острова, но мы еще даже не доплыли до острова Пинзон, где мы будем снорклиться. И они поставили 2 удочки и якобы заливают, что если мы ничего не поймаем, то мы не сможем пообедать. Вот мы остановились возле скалы. Вот товарищ закинул одну удочку и с той стороны вторую. Как-то так. У этих ребят уже 2 раза ломался мотор, и они пытались его втихаря починить, но я-то все видел. А с той стороны вдалеке остров, куда мы движемся. Наша основная цель. В общем, уровень затеи настолько сомнительный, что я даже не понимаю, что мы делаем. Мы просто плаваем вокруг этого острова уже 15 минут. Да, Кать?
Неужели они реально не взяли с собой еду? Или это у нас какое-то активити типа веселое? Ну все, мы вроде приплыли к нашему острову. Остров называется Пинзон. И сейчас мы здесь будем плавать. Нас, скорее всего, выбросят с лодки, и мы поплывем в какую-то сторону. Не уверен, правда, куда. Катя уже стала ждать. So guys, we are in Pinzon or Duncan Island. Сейчас посмотрим, что нас там ждет. Estamos en Pinzon. Да, вода прозрачная. Но это не говорит о том, что мы там что-то увидим. То, что нам нужно. И там на берегу лежат морские котики. Значит, они здесь есть. Так, ну что, мы уже вылезли с лодки. Нам здесь дали чаечек. Клиенты. Да, нам здесь дали полотенчика. Но впечатления очень смутные. Сейчас я хочу вам кое-что объяснить. Дело в том, что вот этот остров Пинзон, здесь есть лагуна. За этими камнями есть лагуна, куда можно заплыть и посмотреть подводный мир. Но проблема в том, что сейчас сильное течение. И с самого начала, когда мы сюда приплыли, было течение, которое идет вот так, туда в лагуну. Наш старенький товарищ почему-то решил, что наша группа суперспортивная, и мы поплыли вот так. Мы поплыли и начали заходить в эту лагуну против течения. Соответственно, плыть всем было очень тяжело. Мы плыли первые, кадры мы хорошие сделали, увидели морских котиков, увидели акул, черепаху. Вот. Но организация очень сильно хромает. Пока мы плыли, у Кати вспотела маска, потому что маски старые, маски плохие, ну, в общем, как-то так. Гидрокостюм очень тоненький, мы плавали долго, в одном месте воды было меньше, чем по колено, он очень долго стоял, что-то рассказывал, все очень сильно замерзли, но я не понимаю, что за организация, ну, как-то так. Вот, мы вчера были на Бартоломе, там нам выдавали очень крутые гидрокостюмы за деньги, маски хорошо промывали, они очень хорошо работали, но здесь почему-то все наоборот. Но в итоге мы поругались с нашим гидом, и я забрала у него его маску. Теперь я плаваю с его маской. Он говорит: какая проблема? Какая проблема? А теперь он не плавает, потому что он постоянно промывает маску. Да, в общем, мы отобрали у него маску, и он всю дорогу просто плыл и постоянно ее промывал. И он сначала был очень доволен. Я считаю, что если ты платишь $150 за экскурсию со снорклингом, то у тебя должно быть хотя бы подходящее снаряжение, которое тебе обещают. Мы
Мы остановились у второго места, сейчас будем снорклить возле острова Санта-Крус. Посмотрим, что здесь есть. Все, вся группа уплыли на второй снорклинг. Я осталась здесь, потому что очень замерзла. Костюм у меня нифига не согревает и не держит тепло. Поэтому я решила, к сожалению, отказаться от второго снорклинга, чтобы не простыть и не заболеть. Сейчас покажу вам, где наши ребята. А вот нам порекомендовали всем поплыть сюда, потом вот здесь на пляж. И вон плывет Вова. Не знаю, видно его или нет. Вон Вова вышел на пляж. Машет. Мы сегодня так замерзли, что даже забыли снять вам обед. Нас сейчас вернули обратно на наш остров, наш городок. И что мы бы хотели сказать про эту программу? Если вы целенаправленно сюда собираетесь, я не вижу смысла отправляться на эту экскурсию, потому что нам обещали, что мы сегодня будем плавать с акулами. Эта экскурсия позиционировалась как снорклинг с акулами. Мы видели сегодня акул, но не так много, это небольшие акулы. В основном это были морские котики и черепахи. С ними можно поплавать на любой другой экскурсии, можно поплавать даже на острове, где мы живем. Организация экскурсии очень сильно хромает. У нас как и хорошие впечатления, так и плохие. Мы сегодня очень сильно замерзли из-за плохих гидрокостюмов, поэтому подготавливайтесь, если вы едете сюда на такие программы, берите лучше с собой гидрокостюмы, арендуйте их на острове, отправляйтесь вместе с ними на экскурсии. И лучше взять с собой маску, потому что маски тоже были ужасные, туда попадала вода. Наверное, нам просто не повезло. Возможно, после Бартоломе нам показалась эта экскурсия не такой классной и красочной. Да. Но минусы эти все-таки есть. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До скорой встречи. Мы будем делиться с вами новыми впечатлениями.